Ой, простите. Всем привет! С вами снова Орел и Решка. Перезагрузка. Друзья, вот угадайте, где мы сегодня? Где вместо дорог каналы? Где вместо машин гондолы? Антон, что где когда ты несчастный, хватит томить людей. Друзья, мы в Венеции! И кто сегодня будет жить как венецианский дож? А кто сегодня будет жить как венецианский бомж, Воу. Настенька? Решит монетка. Прям раунд. Пошумим. Орел. Решка. Привет, Венеция. Антох, я всегда так волнуюсь. Наконец-то мне не нужно переодевать свои каблучки. Давай золотую карту, я пошла плавать по каналам. Увидимся на том же канале. Не переключайтесь. В прошлый раз Леся Никитюк и Андрей Бедняков настолько увлеклись карнавалом, что даже не показали вам всей красоты Венеции. Ни знаменитого Гранд-канала, Ни изысканных дворцов Палаццо. ни роскошной главной площади Сан-Марко. Да чем они там вообще занимались? Мы вернулись, чтобы показать вам самый смак. Венецию, которую знает весь мир. Сегодня по местному курсу за $100 дают 84 евро и 76 центов. О, sorry, scusi. It was occasionally, sorry. $8 евро за проезд в автобусе. И у меня в кармане остается 76 евро на 2 дня. Для Венеции это вообще впритык. Придется поголодать. Все окно заклеено. Прекрасный вид. Открывается из автобуса. Вид в дырочку. Так как теперь у меня много денег, очень много денег, я решила выбрать себе эксклюзивный транспорт. Ну, какие внедорожники, какие дорогие тачки. Я хочу сразу почувствовать себя в Венеции. Поэтому вот. Водный лимузин – это роскошный катер класса люкс. Блестит, как ириска. У него все, как и у обычного лимузина. Заоблачная цена, длиннющий салон с баром и огромный кожаный диван на большущую компанию. Но мне и одной здесь будет хорошо. Слушайте, ну, по-моему, очень даже неплохо. Автобус привез меня на вокзал Пьяццале Рома. Ай, красота, а! Это самая красивая привокзальная площадь вообще, которую когда-либо видел в жизни. Яхты, гондолы, соборы. Красота! Здравствуй, Венеция! Ух! Первое, что нужно сделать каждому туристу – прокатиться по главному проспекту Венеции. Им тут служит Гранд-канал. Он извивается в форме перевернутой латинской буквы «С» и делит город на две части. Гранд-канал – это главная артерия Венеции, от которой отходят сосудики-каналы поменьше.
Посмотреть легендарный большой канал можно на гондоле, на водном такси, на морском трамвайчике Вапоретто. Вапоретто — это такие катерки-маршрутки, которые курсируют по каналам. Одна проездка стоит 7,5 евро. Так как я собираюсь съездить на несколько соседних островов, я взял себе проездной. Он стоит 30-очку. Это очень много, но поверьте, это самое выгодное предложение. Самое. Ну, мне так сказали. Жесть, я еще город не успел посмотреть, а в кармане уже осталось 46 евро. Пока Антон проталкивается в Вапоретто, я на своем личном лимузине красиво заплываю на Гранд-канал. Гранд-канал – концентрат красоты Венеции. По обеим сторонам домики, как с открытки. Только и успевай вертеть головой. Каждую секунду хочется остановить катер, чтобы рассмотреть какой-то дворец поближе. На Гранд-канале, кстати, находится самое большое количество дворцов, палацио так называемых. И здесь более 300. Поэтому канал даже местные называют каналацио. Канал-дворец. Венеция – настоящее чудо света. Где вы еще видели, чтобы огромные дворцы стояли по пояс в воде? Здесь в каждом доме жил кто-нибудь великий. Сюда возвращался из экспедиции путешественник Марко Поло. Здесь музицировал Антонио Вивальди. А вон там рождались шедевры художника Джованни Беллини. Вот здесь, в этом доме, жил лорд Байрон, а вот в этом доме Джордано Бруно. Ну, в принципе, заметно, да, он немножко подгоревший. Но не стоит забывать, что Гранд-канал хоть и водная, но все же дорога. И проблемы у нее те же, что и у обычной городской трассы. После того, как гондола столкнулась с водным трамвайчиком, власти решили уменьшить поток транспорта и ввели разные ограничения. Теперь проплыть на гондоле по Гранд-каналу стоит на 40 евро дороже, чем по маленьким канальчикам. Второе супертуристическое место Венеции – Центральная площадь. Вау. Вот она, главная площадь Венеции. Сан-Марко. Конечно же, 4 года назад мы были здесь, но за пышными платьями и вычурными масками самой площади так и не увидели. Перезагрузка покажет Сан-Марко во всей красе. В середине дня из-за прилива на Сан-Марко появляется озеро. Но в этом нет катастрофы. Чтобы площадь не разрушалась от напора приходящей воды, в ней сделаны специальные отверстия, через которые море тихонечко приходит и уходит. Выглядит это очень необычно. А для туристов так это вообще целый аттракцион. Давайте же я вас познакомлю с площадью Святого Марка. Итак, собственно, вот это вот площадь Святого Марка. Вот это часовая башня Святого Марка. Это собор Святого Марка и колокольня Святого Марка. А где же сам Святой Марк, спросите вы, и будете правы. А вон он, видите? Вон он бдит, чтобы голуби были покормлены, чтобы туристы не баловались, и вообще, чтобы все было хорошо. И знаете что? По-моему, все хорошо. А еще здесь есть голуби Святого Марка. Курлык-курлык, пацаны! Давайте, пацаны, кормежка за мой счет сегодня. Всегда мечтал это сделать. Ну ты мешаешь, ну пожалуйста. Вот так, нормально.
На площади Святого Марка есть еще одно развлечение – башня. И, естественно, Святого Марка. Не, ну а что вы думали? Мы ж не в Житомире на башню поднимаемся, это Венеция. Придется малеха в очереди постоять. 8 евро. Грабители. Ух ты! Обалдеть! Вот все-таки, конечно, сверху лучше смотреть на такие города, как Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг. А когда ты смотришь сверху на Венецию, ну не видно же самого главного. Не видно каналов, гондол не видно. Это, получается, не Венеция, а какой-нибудь Будапешт, который затопило. Жаль, что наши внуки не увидят эту красоту. Ученые уверяют, что уже через 80 лет Венецию затопит. Уровень моря постоянно повышается. Только с прошлого приезда город ушел под воду еще на 2 сантиметра. По прогнозам ученых, такими темпами площадь Сан-Марко превратится в грандиозный открытый бассейн. Колонны дворца Дожей станут лучшими местами для парковки гондол. А рассмотреть детали статуй можно будет только с помощью маски для плавания. А вот эти руки символизируют то, что море все-таки потихоньку забирает Венецию себе. Но венецианцы в прогнозы ученых не верят и не огорчаются. Строят мостики. Проснулся ты такой с утра, кто-то стучится в двери. Кто это? Это я, водичка. Пришла к вам. Сидят в кафе по щиколотку в море. Ох, водиссимо. И учатся ходить по воде. А плесень и облезшая краска, по их мнению, Венецию только украшает. И с этим трудно не согласиться. Венецианские маски – это только звучит романтично. Туристам давно впаривают дешевый китайский пластиковый ширпотреб. Так что за настоящей венецианской маской нужно хорошенько поохотиться. Витрина уже впечатляет. Боюсь представить, что там внутри. Обалдеть. Я Серджио Болдрин. My name is Анастасия. Nice to meet you. Серджио Болдрин – знаменитый венецианский масочник. Его работы – шедевры. Их заказывают себе миллионеры и голливудские звезды. Моделями для его работ становятся всемирно известные актеры. Помните фильм с широко закрытыми глазами? Его работы стоят до 3000 евро. За отдельную плату он может научить тебя делать настоящую венецианскую маску. Сегодня мы приготовим маску чумного доктора. Это одна из самых известных венецианских масок. Я сделал эскизы, и сейчас будем приступать к работе. В прошлый раз Андрей Бедняков только примерял маску чумного доктора. А я увижу, как она создается. Итак, ловите мастер-класс. Сооружаем каркас из пластилина, смазываем его вазелином и заливаем алебастром. Как только он застынет, снимаем каркас. Форму выстилаем папье-маше. Красим. Как можно отличить настоящую венецианскую маску от подделки?
Первая – цена. Маска не может стоить 2-3 евро, потому что это ручная работа. Второе – материал. Венецианские мастера не позволяют себе делать маску из китайского пластика. Дальше вырезаем глаза и рот. Разукрашиваем. В конце обязательно натираем воском, чтобы блестело и не портилось. Вот, масочка и готова. Мы сделали эту маску вместе, поэтому это мой маленький презент для вас. О, yeah? Thank you. Я, наверное, куплю у вас еще одну, более веселую. Блин, жесть. Что там у вас по позитивчику? Возьмите вот эту, из комедии «Дель Арте». Классическая маска народного итальянского театра. Я распишусь для вас. Good. Теперь у меня будут 2 маски с подписью мастера. Класс. Вот угадайте, чего в Венеции больше, чем мостов, гондол и гондольеров вместе взятых? Туристов! Они везде. Их десятки, сотни, тысячи. Они стоят в километровых очередях, снуют по узким улицам, как длинные сороконожки, таскают свои тяжелые чемоданы, пачками вываливают из вапоретта, фоткаются, кричат, толкаются. Каждый день в город приезжает 50 тысяч туристов. Это как еще одно население Венеции. Фух, надоели. Лучшее, что можно сделать в Венеции, это заблудиться. Тогда можно вырваться из туристической толпы и рассмотреть настоящую Венецию. Увидеть колодец, где раньше венецианцы набирали воду и узнавали последние сплетни. Увидеть самую узкую улицу, которая не обозначена на карте. Забрести в квартал, где жена гондольера сушит его новую кофту. Только здесь можно увидеть, насколько Венеция уникальный город. Здесь нет ни одного авто, только катера. Катер-грузовик, катер-мусоровоз, катер-скорая помощь, даже катер-катафалк. Здесь нет велосипедов и нет вообще никакой доставки еды. Это чтобы разгрузить улицы. В Венеции нет лавочек. Это чтобы туристы шли отдыхать в кафе. В Венеции нет мусорных баков. Мусор выбрасывают прямо под ноги. В Венеции почти нет живого клочка земли с деревьями. Все застроено. В Венеции из-за тесных улочек сходит с ума GPS. Поэтому заблудиться очень просто. Удивительный город. Есть в Венеции обычные дома, а есть палаццо. Это особняки, в которых жили знатные венецианцы, купцы или правители. Сейчас многие палаццо переделаны в 5-звездочные отели и в дорогие апартаменты. Решено. Буду жить в апартаментах. Thank you. Так. Вы когда-нибудь видели такое? Из катера сразу в дом. Слава богу, открыто. Это особняк древнего венецианского рода Морозини. Вы только представьте, этому дому 800 лет. Тогда семья Морозини привезла в Европу восточные специи. Отсюда и название дворца – Морозини дегli Специери.
Сегодня палаццо – это 9 апартаментов. Все они названы в честь какой-то из заморских специй. Я поселилась в апартаментах «Имбирь». Слушайте, ну мне нравится. По цвету апартаменты похожи на корочку имбиря. Как только зашла, я не могу оторваться от этой люстры. Это красота – ручная работа стеклодувов венецианского острова Мурана за 14 тысяч евро. Это прям произведение искусства какое-то. Так, ладно, что тут есть? Простенько, но очень красиво. Большая кровать. Все так светло. Все просто и сдержанно. Семья Морозини обалдела бы, если бы увидела, что сделали с их роскошным домом. Где фрески? Где гобелены? Где золоченые рамы? Единственное, что возвращает тебя на тысячелетия назад, это вид из окна. Вот этот вид мне уже нравится гораздо больше. Как красиво. Знаете, мне довелось побывать в разных дорогих номерах и видеть разные виды. На огромный город, на небоскребы, на толпы людей. А здесь прям уединение, спокойствие, каналы, старинные здания. И, честно говоря, такой вид мне нравится гораздо больше. Я очень рада, что в Венеции нет ни одного небоскреба. Бездушной, стеклянной палки. Пока нас не было, в Венеции просто дичайше подорожало жилье. Ну вот смотрите, раньше хостел во время карнавала, то есть в пик сезона, стоил 40 евро. Сейчас он стоит 40 евро в обычное время. Сейчас уже слышу как бы крики на кухне: «Сережа, все пропало, мы едем в Венецию». Спокойно, все хорошо, выход есть, и я его вам сейчас покажу. Ловите лайфхак. Дешевое жилье нужно искать на материковой части Венеции, в промышленном районе Местре. Добраться туда можно на поезде. 10 минут, и ты на месте. Цена вопроса 1 евро. На самом деле, на материковой части Венеции одни заводы, фабрики, в общем, ничего интересного, кроме дешевого жилья. Хостел A&O – спасение для бюджетных туристов. Обычно хостелы маленькие, а здесь, ну, прямо целый отель. Шалом. Мы здесь... Sorry, it's a mixed room. Вот это новости. Это смешанные комнаты, значит, здесь живут и мальчики, и девочки. Hi. My name is Anthony. Nice to meet you. I'm Leah. Leah, I'm from United Kingdom. God save the king. God save the queen. Sorry. Я подумал, что это хороший способ, чтобы познакомиться. Вечер перестает быть томным. Sorry, you don't mind if I choose the upper bed? Oh, thank you. Итак, в хостеле за 17 евро имеется Телевизор, USB и светильничек, кондиционер, душ, биде. Друзья, ну я могу сказать, что это хороший, добротный хостел. Только вот фишка. В Венеции до последнего времени не было хороших и одновременно недорогих хостелов. И вот он появился. И это новье, июль 2017 года. Так что все вот буквально бегом сюда. Пока здесь еще чисто, красиво, пленочка кое-где, простынки свежие, помнят руки индийских женщин, которые их недавно шили. И вот что очень важно, от этого хостела 10 минут на поезде, и ты на Гранд-канале Венеции. Это же совсем рядом. Шикарно! Тох, я надеюсь, у тебя все хорошо, что ты сытый
И перед тобой открывается такой же прекрасный вид. Спокойной ночи. А я еще понаслаждаюсь. За окном не Лозовая, как некоторые могли подумать, а Венеция. Венеция пассажирская. Кто постели не берет, глазок ночью не сомкнет. Я взял. Sorry. Can you shake my bed a little bit and say like... Sorry, it's a joke. Goodbye. Good night. Венеция просыпается очень рано. Пока на каналы не выехали толпы туристов, можно увидеть, как грузовые катера развозят товары по магазинам, а мусоровозы собирают мусор. Практически возле каждого венецианского дома есть вот такие вот вешалочки, как будто бы для одежды. Но на самом деле это вешалки не для одежды, это крючки для мусора. Ведь урн-то в городе нет, поэтому мусор вешают прямо вот сюда. Некоторым очень лень спускаться со второго и с третьего этажа, поэтому они спускают мусор на веревочке. Приходит специальная бригада утром, говорят: «О, мусор поспел!» Снимают этот плот и относят его куда-нибудь подальше. Так, а что это у нас тут происходит? А ну-ка! Сейчас все линзы-то как тебе поломаю! Что, хочешь в расфокус у меня уйти, да? Со штативом хочешь всю жизнь работать? А может быть, с Птушкиным со $100 во всех городах? А ну дай, что взял? А вот теперь доброе утро. А вот это правильно. Ты что, ошалел? Иди сюда, сказала, виноград отдай, басурманин! С утра все венецианцы едут за деликатесами на рыбный рынок Риальто. Чем я хуже? Сибас, дорадо, тунец, лангустин, осьминог, камбала, мидии, рыба-солнечник, рыба-морской язык. Рынок просто кишит морскими гадами и всякими подводными чудищами. Рыба-меч. Огромезная просто. Говорится, если есть где-то рыба-меч, то поблизости должны быть рыба-доспехи и рыба-щит. Хотя, не скрою, мне сейчас больше пригодилось бы, конечно, рыба-зонтик. Прямо на рынке есть ресторанчик, где все это могут приготовить. Бонжорно. Оу, ассортиссимо. От вкусностей глаза разбегаются. Сардины под карамелизированным луком с изюмом, кальмарчики, запеченные сыром и помидорами, шашлычки из креветок на гриле. Я, наверное, все-таки возьму себе какое-нибудь морское ассортиссимо. И очень интересно попробовать каракатицу в собственных чернилах. То здесь намешаны всякие различные морские гады и существа морские. Тут вот и креветки, и бычки, и вот самый известный морской гад это баклажан. Ну, фритюра здесь очень много, конечно.
Согласен ли ты, раб морской, кальмар Федор, взять уж свои законные жены эту вот рабу морскую кальмариху Екатерину? Конечно, да, конечно, да, конечно, да. Объявляю вас, друзья мои, едой. Можете поцеловаться прямо вот там. Ну, мы же понимаем, что коктейль это была только прелюдия, потому что у нас есть черная каракатица. На самом деле, конечно, это блюдо должна есть Ивлеева с ее белоснежной улыбкой, но сегодня я за нее. Ну, вы знаете, по вкусу очень похоже на кальмара, что неудивительно, потому что они родственники, но чуточку мягче. И вот этот соус, если на самом деле закрыть глаза, то его даже не чувствуется. Ну, как бы соус и соус. Просто прикольно, потому что он красит. Столько радости детям. Интересный факт. Каракатица на итальянском звучит как сепия. Знакомое название, да? Так называется фильтр в очень многих фоторедакторах. Так вот, раньше этими чернилами писали. И когда писали на белой бумаге, чернила высыхали, и получался такой интересный желтоватый оттенок. Ну, вот такой. Так что в следующий раз, когда будете использовать этот фильтр или писать чернилами, вспомните о бедной каракатице, которую съел Антон и получил удовольствие. Многие думают, что Венеция – это туристическая площадь Сан-Марко и Гранд-Канал. Но как же они заблуждаются? Венеция построена на 117 островах, разбросанных по лагуне. Каждый остров уникален. Остров Стеклодувов, остров Кружев, остров Ресторан, остров Чумы, остров Пляж, остров Кладбище. Пользуясь золотой картой и водным лимузином, я отправляюсь в путешествие по островной Венеции. Я тоже отправлюсь по островам Венеции. Правда, по тем, на которые ездят в Вапоретто. Между островами плавают не как попало, а по водным трассам с двусторонним движением. А вот эти вот столбы – указатели границ дороги. Так как я проголодалась, моя первая остановка – остров Ресторан. Точнее, нет, остров дорогущий ресторан. Вот он, остров Мадзорба. Богачи приезжают сюда, чтобы посетить ресторан Венисса. Он славится тем, что все продукты выращивает себе сам. Но их главная фишка – огромные угодья виноградников исконно венецианского сорта Дарона ди Венеция. Здесь делают эксклюзивное вино для богатых туристов. Это прям не ресторан, а какое-то королевство с едой, красотой и божественным вином. Одна бутылка вина стоит 140 евро. Вы когда-нибудь видели вино такого цвета? Золотое. Все потому, что это белое вино готовится как красное, с кожицей винограда. Поэтому его вкус более насыщенный. Это вино не похоже ни на какое другое, которое я пробовала когда-либо. Это вино является эксклюзивным. Ресторан производит его сам, и в год они выпускают не более 4000 бутылок. И что интересно, оно является настолько эксклюзивным, что они не оставляют никаких надписей, просто клеят этикетки. Этикетка из настоящего желтого золота говорит о том, что это белое вино. Из розового золота – красное. К изысканному вину подают не менее шикарное блюдо – макрель с баклажанами и черной икрой.
Thank you so much. Друзья, чтобы вы понимали, это блюдо мне принесла сама шеф-повар ресторана. Вот это уровень, я вам скажу. Очень вкусная рыба. Меня радует другое. Здесь есть черная икра. Мне кажется, с черной икрой все будет вкусно. Ресторан Вениса – это аттракцион для богатых. Он не для поесть. Он для того, чтобы получить наслаждение для глаз, отдохнуть душой и побаловать свои вкусовые рецепторы. Он для того, чтобы почувствовать себя особенным. Побывать на острове-ресторане мне, естественно, не светит. Все, что мне по карману – съездить на остров мертвых Сан-Микеле. Давным-давно венецианцев хоронили прямо в монастырях. Когда места в храмах закончились, под кладбище решили выделить целый остров. Рано или поздно каждый венецианец переезжает за эти кирпичные стены. Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь на остров кладбища, это то, что могилы повсюду. В стенах, даже в полу. И ты буквально ходишь по фамильным склепам. Очень странное чувство. Самое интересное, что эти склепы, они не замурованы. Вот вверху каждого склепа есть замочная скважина, и если кто-то из членов семьи умирает, его открывают как комод и хоронят вместе со всей остальной семьей. На Сан-Микеле похоронены не только жители Венеции, но и всемирно известные люди. Композитор Игорь Стравинский, театральный деятель Сергей Дягилев, поэт Иосиф Бродский. Они настолько были влюблены в Венецию, что даже завещали себя здесь похоронить. А вот остров, о котором в Венеции предпочитают туристам не рассказывать. Остров чумы Повелья. Врата ада. Изолятор смерти. Остров потерянных душ. Когда Европу накрыла эпидемия бубонной чумы, на этот остров стали свозить трупы, а с ними и живых зараженных людей. Их сбрасывали в ямы вместе с телами и заживо сжигали. После чумного лепрозория остров не закрыли и не построили на этом месте мемориал памяти. Здесь создали новый изолятор, только уже для душевнобольных. Ну, похоже, что другого пути нет. Единственный путь, который ведет сразу в психиатрическую больницу. Вернее, то, что от нее осталось. Стремно, я вам скажу, ребята. На Повелье психбольные еще больше сходили с ума. Говорят, они слышали голоса умерших. Стоны, плач и скрипы кроватей. Даже главный врач лечебницы не выдержал и сбросился с колокольни. Вот вроде смотришь из окна, вид красивый, прям романтичный такой. А находишься в месте, где творилась такая ужасающая история, жуткая, что каждый раз при мысли об этом у меня просто вздрагивает сердце. Я не могу здесь спокойно находиться. Даже не хочется наслаждаться ничем. Сейчас остров закрыт для посетителей. Здание находится в аварийном состоянии. Но любителей пощекотать нервишки это еще больше привлекает.
я решил, что хватит ездить по мрачным островам и отправился на остров повеселее. На Бурана. Раньше Бурана славился бабулями, которые вручную плели очень тонкое, изысканное буранское кружево. Но даже самая маленькая кружевная бабочка стоит около 150 евро. Поэтому туристы стали приезжать на Бурана ради ярких фоточек. Ну, сами посмотрите. Конечно, после Венеции все эти разноцветные домики острова Бурана, они кажутся какими-то игрушечными. Буэнос-Айрес. И вот ощущение, что было две книжки раскраски, и одну из них в Венецию не раскрасили, а вторую, остров Бурана, вот просто взяли все краски и вылили сюда. И это такое буйство цвета, прямо какая-то пестрая лента. Очень прикольно. Первый вопрос, который задаешь себе, когда попадаешь на Бурана, это почему все дома разного цвета? Тут есть две легенды. Первая, которая рассказывают обычно всем туристам, говорит о том, что дома перекрасили в разные цвета, чтобы когда рыбаки возвращаются в тумане, они смогли найти свои дома. Вторая, которую уже рассказывают местные, говорит о том, что это жены рыбаков специально перекрасили дома в разный цвет, чтобы когда те возвращаются домой пьяные, случайно не зашли к соседке. Знаете, потому что, почему... Мне пора в пивнуху. Хотя есть у меня и третья версия. Дома перекрасили, чтобы заманивать на Бурана инстаграмщиков и зарабатывать на них деньги. Ребятушки, найти место под клад в Венеции оказалось очень и очень сложно. Но что не сделаешь ради того, чтобы вы получили удовольствие. Поэтому эти хрустящие $100 отправляются в эту маленькую красивенькую бутылочку. Ничего не было. Чтобы найти бутылку в Венеции, отправляйтесь в городской сад при вокзале Санта-Лючия. Станьте спиной к зданию вокзала и двигайтесь вдоль рельсов так, чтобы парк был слева. В 6-м кусте от здания вокзала и спрятан наш клад. Ну что, удачи. Я побежала спасаться от комаров. Скажем честно, если ты хоть раз в жизни увидел Венецию, ты счастливчик. Ай, красота, а! Нет больше на земле такого города, который великолепен всюду. И на центральной площади, и на затерянном мостике. Но от уикенда здесь остались смешанные чувства и радости, и грусти. Венеция, она как какой-нибудь последний на земле белый тигр. Миллионы людей съезжаются на нее посмотреть. Все ее трогают, слепят вспышками фотокамер. И от этого ей плохо. Она буквально задыхается. С ней нужно бережно, уважительно. Чтобы и наши внуки смогли увидеть ее и назвать себя счастливчиками. Курлык, курлык, пацаны! Стремно, я вам скажу, ребята. Являю вас, друзья мои, едой. Можете поцеловаться прямо вот там. О, мусор поспел. Ты что, ошалел? Иди сюда, сказала, виноград отдай, басурманин! Привет, Антох. Привет. Хорошо здесь?
А ты что такой грустный? Пешком, что ли, перегулял в Венеции? Слушай, я грустный, потому что Венеция такой прекрасный, такой чудесный, возвышенный город, а нам из него нужно уезжать. Ой, ладно, Антох, не грусти. Я знаю, как тебя развеселить. У меня для тебя есть сюрприз. Да? Да? Но для этого тебе нужно снять очки и закрыть глаза. Опять какую-то гадость делаешь? Ты что ты думаешь, я только на гадости Ну способна? ладно, давай. Ать? Ух ты! Что, настоящая венецианская маска? Да! Прикольно. Это маска какого-нибудь короля, да? Конечно, Королёв, Птушкин, да ты же мой Прикольно. лорд Птушкевич, кем ты только не был, какие завоевания у тебя только за Ну, плечами как не мне? стоят. Ой, не могу. Хорошенький такой, наконец-то на тебя приятно смотреть, Антох, классно выглядишь, У меня очки правда. потеют. У тебя реально потеют очки. Ой, ладно, смех смехом, Антох, у нас самолет через полчаса, Да, давай, давай. поднимайся. Слушай, а может быть, ты так и полетишь? Да ладно. Реально? Серьезно? А мне Носик норм? такой аккуратненький. Как будто... Подожди. Друзья, увидимся с вами в следующем городе. Слушай, реально носик идеальный, как А будто... маски ты- Джонни Деппа там не было? Ну, Антох, ну ты себя льстишь. Не, правда классная. Настоящая Да? венецианская маска. Слушай, ты правда такой красивый. Серьезно? Да! Вообще круто. А тебе что? Ты без маски? А я и так красивая и без маски.